И сегодня мы в поселке Тесово, Новгородская область. СУ-2А. Это настоящая диспетчерская. Не надо тут нам лодку раскачивать. Узкоколейный БЖРК. Наша дрезина. Так что заводим мотора. Да вперед! Задача догнать любой ценой. Да, так иногда бывает. По удалению на узкоколейке можно за дрезиной, но заводской. Мы догнали основную тему. Экскурсионный тепловоз. Он там выглядывает. А мы с вами доехали до интересного места. Здесь, прямо в середине линии, расположен памятник. Ленинградская, Новгородская области. Все они очень сильно пострадали во время Великой Отечественной войны. И следы тех печальных событий можно найти в самых, казалось бы, неожиданных местах. 31 мая 1942 года в жестоком бою с фашистами здесь пали 16 ленинградских партизан. Именно им и посвящен этот скромный мемориал. Через канавку перекинут мостик, лавочки, финки, растения посадили. Да, будем помнить всегда. Проедем немножко, посмотрим, что там. Жизнь. ВСУшка стоит.
уже не музейная часть, это уже само торфодобывающее предприятие. Вон вагоны, сцепы, экскаватор на разгрузке, остатки жилой росписи. Вот, кстати, интересные вагоны старые для торфа. Вот мы и приехали. Ну, пока нас никто не увидел, поехали назад. Так, стрелочка. Стрелка ведет на торфополя. Давайте пойдем посмотрим. Вот мы видим накорчеванное, а чуть дальше начинаются поля. Вон там огромная куча добытого. К ней ведет вот этот ус. Видим следы техники. И там в полях сейчас происходит работа. Можно даже услышать звуки. Но в этом году в Новгородской области аномальная жара, поэтому находиться там опасно. Противопожарные меры, выход запрещен. Поэтому мы туда не пойдем. Поехали дальше. Так хорошо, когда по ногам ничего не бьет. Есть дороги, где по коленке крапивой, борщевиком. Вот в этом ролике, например. Мы остановились, чтобы прогуляться на озеро. Вон тут и ребята с экскурсией. Здесь есть специальный мостик. И сейчас пойдем гулять. Идем лесной тропинкой на озеро Тигода. Здесь природа классная, Новгородская область. Ягодки растут. И уже красненькие. Идем по торфяной тропинке. Ноги, ну не то что проваливаются, но так амортизируют, очень приятно. Класс. Почти километр по лесу надо пройти. Кормим слепней. Мох кругом. Места болотистые. А вот тропинка нас приводит в маленькую базу. Это бывший кунг от дрезины. Его отдали. А местные жители на волокушах его зимой сюда привезли. Организовали здесь базу. Можно зомби-апокалипсис пережидать. Небольшой запас дров, мангал, печушка, стульчики. А еще поставили бытовку. К ней дорожка ведет. Like a boss. Сразу за окном начинается озеро. Первая линия у берега. А мы идем дальше. Вымытые коряги. 30, наверное, в общей сумме. И вода.
Доехали до полевой базы. Тепловоз с топливом. Уходим за стрелку. А здесь техника. Ну, здесь мы пока и постоим. Пойдемте прогуляемся, посмотрим, что здесь есть. Держу пари, здесь много торфа. У6 2446. Платформа с дизельным топливом. А вот эти штуки называются лягушки. В случае, если тепловоз сходит, эта здоровая железяка кладется на рельсы с обеих сторон. И колесная пара с их помощью запрыгивает вновь на колею. СССР. А вот кабина рабочего тепловоза. Пост машиниста, приборы, пепельница. Чайку погонять. А это ручка переключения передач. Здесь механическая коробка. Это не как тепловоз, где больше позиция и больше скорость. Нет. Здесь чем больше газулька и выше передача, тем больше скорость. Мы с вами приехали на полевую базу торфодобычи. Видим вот эти старые машинки, трактора, коробочки, экскаватор. Вот здесь уже живая техника, которая используется до сих пор. Здесь тоже ПВшечка стоит. И еще что-то постарше. А нет, это грузовик какой-то. Ух, ей досталось. Абсолютно рабочая техника. С деревом наверху, но свою функцию выполняет на все 100. На экскурсии можно ощутить себя трактористом. Сфотографируй меня пока вот так, пока я только залезаю. Так надо встать, скажи мне. О, это потрясающе. Комбайнеры, трактористы. Никитка, мне не хватает Вот здесь каски привод. оранжевой. Привод. Тоже деревья. Ну-ка, сфоткай меня, я все... О, это потрясающе. Да ты что, еще с кондиционером? Ух, как же жарко на этих полях-то. Так. Захватывает торф с поля, превращает его в пыль, такие, в крошку, в крошку, Крошку. уже засасывает транспортером Потом туда. идет валик. Есть волкователи. Они тоже стоят на поле. Вот выйдете туда через переезд, посмотрите. Ага, Который- дойдем. Который едет трактор, ну любой трактор, ну вот что-то вот одно из этих. Так. Есть в этот год. И собирает, ну вот такими, ну как бы вот он лежит. Ну как Сонька золотая ручка такая, да? Вот валики. Ага. Машина идет по валику, вот это. Вот у него есть скрепер, который валик получается, ну вот собирает сюда вот торф. Ага. Валик, с валика. И вот это все закидывается. в Ага, машину. вот такие вот ковши. Да. Как зернопогрузчик. Ну то есть поле рассчитано 500 метров, ему хватает набить машину. То есть 500 метров это одна коробка. Валиков 9, может быть 5, от ширины карты зависит от всего. И то есть вот он каждый валик выгружает, допустим. Ну то есть по карте он где-то по узким картам он едет 5 раз. Угу. Ну по широким 10 раз. Ну там широкие карты, вот на том, где торфа много. Ага. Там ну 10 раз. Ну и 10 раз разгружает. Понятно. Круто, спасибо. Перед тем, как добывать, это изначально. Когда высыхают поля, вот это фрезы срезают какой-то свой торф. Ну, превращают ее там в эту Крошку. в крошку, да. Правильно, в крошку. Не в пласты, а в крошку. И потом вот эта крошка сушится. Там есть ворошилки на поле, которые как бы Переворачивают. Лучше просох. Ну да, клюшки. Там вот такие клюшки, которые его шевелят, как бы переворачивают. Ну и из-под этого, конечно, из-под фрезы легче же сушить. Ну и качественней торф. Конечно, разрыхлен уже. Он разрыхлен, да, он мелкий, Да, пластик да. получается. А из-под плоскореза он может быть пластами, кусками, там какими-то, ну. Плохо просохшие местами. Да, понятно. да. А этот как бы качественнее. Ну, допустим, если на котельную, как мы убираем, на сжигание торф, то лучше вот этот.
Ну его дальше все равно домалывают и уже в виде пыли, да, там Ну, подают плюс толще. идет же машина. Все равно же она же все это крошит. И ковши же сами выгружает. Потом, соответственно, караванивающий, который сейчас работает, все равно же все это рыхлится. Там, ну, изначально-то лучше, чем тут разрыхлиться. Соответственно, будет лучше и На выходе. в итоге, да. Понятно. Караван торфа это вот На эта вот выходе. гряда, да, вот которая Нет, стоит. это валик. А караван вот, это вот стоит. Одна куча, ну скажем, чтобы вам понятно было. Караван считается вот одна сторона, вторая сторона. Это все один караван считается. Как бы по факту-то их два, но это один. Потому что он убирается же с одной площади, с одних же карт. Просто в ту сторону, в эту. Ну, можно убирать в одну сторону, но это ж не рентабельно. Эта машина просто назад будет ходить в холостую. Ну да. Вот, да, Да, назад. поэтому убирается в две стороны. Ну, соответственно, считается один караван. Вот то, что с одной и с другой стороны, это один караван. Это не Понятно. два каравана. А кто у вас сейчас основной потребитель торфа? На кого работаем? Основной потребитель это население и котельная, ТК Новгородская. Ну, то есть на отопление поселка. Понятно. Вашего Тесово-Нетыльский? Поселка Тесово-Нетыльского, да. Ага. Ну здорово, работа есть, по крайней мере. Техника живая. Ну, чего-то, да, еще не до конца. А скажите, а как разбирали узкоколейку, вот когда сеть была большая? Там в 94-м, по-моему, отказались потребители от торфа. Ну и что там? Тесово-2 вот вы имеете. Да, там второй, третий, четвертый тут. Да как, резаками. Аккуратненький. Понятно. А кто приезжал-то? Слышал, якобы там чуть ли не с автоматами из Питера. Да Молодчики. Да ну, нет, такого-то не было. Просто были, ну, собственники предприятия, которым она не нужна. Ага. И, соответственно, они просто продавали это. Ну, чтобы выжить, может даже, скорее всего, чтобы выжить, ну, предприятию. Тогда же, сами понимаете, не дохода. Все вот работаем, а деньги отдадим завтра. Ну да. Ну, как бы Или было. продукции зарплату Да, было выплачивали. же у нас это какой-то период в государстве такая. Был. А людям-то кушать нужно сегодня. И трактора, чтобы добыть торф, заправлять их тоже сегодня, а не завтра. Да, да. Поэтому, ну, какую-то часть жертвовали, скажем, для того, чтобы еще сохранить. Ну, либо возьмем сами, либо украдут другие. Ну да. Давайте лучше возьмем сами. Да. Ну, вот такое тоже было же. Все же через это пережили же мы. Ну да, И вы любое также, вы же производство, представляете все это. да, более чем. В целом-то какое-то время было. Заводился всегда хорошо. Поехали! Друзья, если проще про производство и добычу торфа. Сначала поле разрыхляют, чтобы торф мог просушиться. Проходит такая специальная дробилка шипастая, она все это дело вспахивает. Потом периодически его перепахивают, чтобы он со всех сторон был просохший. А затем идет вот такая вот коробочка. У нее сзади ковшики, которые зачерпывают торф в себя. Выгружают они в длинные вытянутые кучи, и оттуда уже происходит погрузка на поезд, который везет это дело в поселок. Там перегружают, и получается достаточно мелкая фракция после просушки, после промолки, нескольких перегрузок. И ее закидывают в котельную. В поселке тепло и уютно зимой. А это то, что выкорчевали из земли. Всякие коренья, всякие штуковины. Удобно, ими можно топить. Гигантская техника. По подбородок. А у меня 183 роста. Вот вам размах производства. А вот тут в кустике припрятался вагон от путеукладчика. Одинокий. На ферму моста похожий, но нет.
В полях мостов не бывает. Вот он. Катки для рельсо-шпальной решетки и рамка вагона. Прикольная находка. Вот мы посмотрели добычу торфа. Всего-то для отопления поселка, но предприятие живет, нас радует. Отличный музей организован ребятами. Конечно, все понимаем, что на одних экскурсиях все это создать, купить, привезти, восстановить, ну, это просто нереально. Поэтому, если кто-то из причастных дам и господ меня смотрит, большое вам спасибо за возможность лицезреть эту прекрасную технику. Спасибо, что сохранили дорогу. Мы это очень ценим. Маневры. Приехали.